Всем привет, меня зовут Элина Федорова, я рада вас видеть на своем канале. Если вы впервые смотрите мое видео, не забудьте подписаться. Сегодня будет необычная тема, я бы сказала. Мы будем говорить о зависти. Вообще, почему я выбрала эту тему, почему я решила с вами о ней поговорить? Потому что было уж слишком много вопросов ко мне. Много в Инстаграме пишут: Элин, как ты относишься к тому, что люди там тебе позавидуют? Завидуют ли тебе люди? Как ты относишься к выражению счастья, любить тишину и так далее? Я на самом деле раньше вообще не думала о зависти, как-то я не размышляла об этом, но когда вопросов становилось все больше и больше, я решила, что интересно будет с вами поговорить об этом. Я думаю, что вам будет интересно узнать вообще, что я думаю по этому поводу, как я отношусь к тому, кто мне завидует, завидую ли я кому-то, и вообще, какое влияние оказывает зависть на человека, будь то ему завидуют, либо он кому-то завидует. В общем, мы сегодня с вами обо всем этом поговорим. Вообще, скажу так, я никогда не замечала, что мне кто-то завидует, то есть у меня не было такого, что я видела явную зависть ко мне, там, каких-то подруг, либо там еще со стороны кого-то. И даже если я видела какой-то негатив, мне почему-то в голову не приходило о том, что там это зависть или еще чего-то. Я слишком об этом не размышляла, мне кажется, потому что я сама никому никогда не завидовала. Я не хочу сейчас себя идеализировать и говорить о том, что ой, я такая уникальная, вот я никому не завидую. Во мне есть, ребята, очень много пороков, скажем так, каких-то недостатков, но вот завистливости, слава богу, среди них нет. Мне кажется, я просто не умею завидовать. Я никогда не смотрела по сторонам. Я не знаю, хорошо это или плохо, ну, в общем, как есть. Я всегда была слишком сфокусирована на себе, на своих каких-то целях. Я не смотрела на других людей. Возможно, вот этот эгоцентризм, да, во мне присутствует эгоизм, я единственный ребенок в семье, во мне это есть. Мне кажется, что в какой-то степени это мне помогло не завидовать по жизни другим людям. Когда я встречала людей, которые более успешные, чем я, умнее, красивее, у меня никогда не было с ними сравнения не в свою пользу. Я всегда думала в таком ключе: ну, если она смогла достичь этого результата, если там он смог добиться этого, значит, я тоже смогу. Все, и побежала дальше. Моя вот эта вот некая самоуверенность, либо самовлюбленность никогда не были направлены на то, чтобы возвыситься над кем-то, кого-то унизить, там, оскорбить. Нет, всегда только помогала мне, наоборот, быть лучше, чем я есть, то есть работать над собой, стараться быть более успешней. Это то, что мне помогло в жизни. Мне кажется, что любую, в принципе, черту характера, даже пускай такую отрицательную в какой-то степени, можно, если направить в правильное русло, можно сделать ее положительной. Когда я была ребенком, когда я видела каких-то красивых, известных моделей, либо актрис, у меня никогда не было желания там попросить автографа, получить там совместную фотографию когда-то. Я никогда об этом не мечтала. Я всегда представляла себя наравне с ними. Меня никто в детстве этому не учил, у меня как-то это было во мне естественно, само собой. И я вам очень советую никогда никого не идеализировать, каких-то звезд, потому что это точно такие же обычные люди, как и мы с вами, которые просто проделали работу над собой, над своими личностными характеристиками, над своей внешностью, над своими профессиональными навыками. Ни в коем случае нельзя им завидовать, либо мыслить в ключе о том: ой, где она, где я, и мне никогда такой не стать. Это все полный деструктив. Нужно интересоваться этими людьми, историями их успеха, там, через что они прошли, какие испытания они прошли, какую работу они проделали в своей жизни, что они сделали для того, чтобы стать тем, кем они в итоге стали. Вот это я понимаю мыслить в положительном ключе, в созидательном, то, что пойдет вам на пользу, и то, что вам поможет тоже стать интересными личностями. Я не психолог, и я не знаю, как четко сформулировать, что такое зависть вообще. Бывает она черная или белая, как говорят. Если честно, я не верю в то, что зависть можно поделить на черную и белую. Мне кажется, что зависть, она и в Африке зависть. То есть это в любом случае плохое, разрушающее чувство, которое в любом случае будет отрицательным образом сказываться. Поэтому мне кажется, что все это на самом деле чушь. Ой, я там завидую по-доброму, по-хорошему. Нет. Зависть, она одна. Зависть — это вообще ужасное чувство, которое разрушает и съедает личность изнутри. Если вы чувствуете, что у вас это зарождается, просто прочь гоните его, потому что зависть, мне кажется, что она может породить и просто палитру каких-то других отрицательных чувств, там, как раздражительность, гнев, какая-то неудовлетворенность, испорченное настроение, досада, обида. Зачем оно вам нужно? Если вы чувствуете, что вы начинаете завидовать, подумайте о том, какой вред несет зависть, и мне кажется, что инстинкт самосохранения должен сработать, и вы перестанете завидовать. Думайте больше о себе. Представьте, когда вы завидуете кому-то, обсуждаете этих людей, вы таким образом отдаете им свою энергию, вместо того, чтобы эту энергию потратить на
на себя, на достижение своих целей, на улучшение качества своей жизни. Ну и в конце концов, вы наверняка себя считаете хорошим человеком. Зачем же портить себе карму? Я верю в то, что мы излучаем, то мы получаем в ответ. Если вы излучаете в этот мир негатив, то есть вы его получите обратно. Поэтому в любом случае зависть, мне кажется, что в первую очередь будет причинять ущерб человеку, который ее испытывает. Также очень важно научиться радоваться за других людей, за их успехи, потому что это вас только облагородит и наоборот вам воздастся и принесет вам это удачу. Еще хотелось также поговорить о таком моменте. Возможно, вы скажете, что это естественно, что люди, которые не обладают там определенным материальным положением, то есть у них там очень плохо с этим, либо с внешними данными, либо здоровьем, что очевидно, что они будут завидовать людям, у которых это есть. Но, ребят, я хочу вам сказать так, что, во-первых, всегда будет кто-то, кто более умный, кто более красивый, кто более успешный, здоровый, сильный и так далее. Понимаете, на любого миллионера найдется миллиардер, на любую красотку найдется еще более красивая. И на самом деле, что зависть, ее можно испытывать вне зависимости от того, что вы имеете. Есть много очень завистливых людей, у которых даже есть очень много, объективно говоря, да, материальное положение и внешность, и здоровье. То есть, в принципе, всего хватает, но они все равно находят чему позавидовать. И они могут завидовать даже людям, у которых есть гораздо меньше, чем у них. Но только потому, что те более в гармонии с собой, потому что те ценят то, что имеют, просто счастливы. Этот дисгармоничный человек, который не ценит то, что он имеет, который все время смотрит по сторонам на других людей, и он будет испытывать и мучаться сам от этого чувства зависти. Поэтому я считаю, что очень важно заглядывать вглубь себя и работать именно над своими внутренними качествами, над тем, чтобы быть просто хорошим человеком. Если говорить о том, верю ли я в то, что зависть может отрицательным образом сказаться на ком-то, что там на того человека потом обрушится несчастье, ну, тут неоднозначно. Знаете, я верю в то, что, конечно же, зависть, да, она может отрицательным образом сказаться на ком-то, но мне кажется все-таки, что она больше скажется все-таки на завистнике. То есть ему вернется это в разы сильнее и больнее, чем тому человеку, которому завидуют. Я всегда верю в то, что если вы изливаете негатив, вы сами же от него очень больно пострадаете. Конкретно за себя скажу, я абсолютно не боюсь зависти со стороны других людей, потому что, во-первых, как я уже говорила, я ее просто не вижу. Я ее не хочу видеть, не замечать, и я не верю в то, что она может как-то на мне сказаться. Я считаю себя довольно энергетически сильной, я верю в то, что никакая зависть и отрицательная мысль на меня не повлияет. И я знаю, что любой негатив, он от меня как отразится и вернется к тому человеку, который мне там чего-то нажелал или подумал. Я в это верю, и это работает. Я вам скажу, вера — это очень сильная вещь, и мне кажется, что я сама себе создала в какой-то степени эту энергетическую защиту. Все, во что мы верим, это, ребят, реально. Также мне хочется верить в то, что меня окружают только хорошие, добрые люди, которые желают мне только добра, потому что я сама желаю всем только добра, и никогда в жизни я не желала людям чего-то плохого. То есть вот, чтобы я искренне кому-то что-то пожелала, чтобы там обрушились какие-то несчастья, либо чтобы человек чего-то лишился, я вообще не могу себе представить, что вообще можно кому-то что-то такое пожелать. Не знаю, это, по-моему, чудовищно просто. Я вообще отказываюсь верить, что это есть. Да, я знаю, что это есть, но мне сложно это вообразить в своей голове. Также очень интересная тема по поводу мужской и женской зависти. Я, кстати, начала задумываться об этом. В основном все, что я слышу, это касаемо женской зависти, и как-то о мужчинах немного говорят. Знаете, как будто мужчины вообще не завидуют. Нет, мужчины, конечно же, тоже завидуют, но мне кажется, все-таки, наверное, в меньшей мере. Почему? Потому что вот как раз-таки мужчины более сфокусированы, как мне кажется, на себе. У них что главное в жизни, да? Это самореализация, там, достижение каких-то целей, в основном это карьера. И вот мне кажется, что у мужчины просто нет времени на зависть. Он тоже не смотрит по сторонам. Конечно же, все мужчины разные, и опять-таки я не говорю за всех, но это лично мое мнение, и мне кажется, что мужчины, они менее эмоциональны, не так, как женщины, на все реагируют. У мужчин, конечно, тоже есть там конкуренция, всякое такое, но просто, мне кажется, это проявляется в меньшей мере, чем у женщин. Хотя один раз я столкнулась с мужской завистью, это было в университете. Я вам расскажу сейчас эту ситуацию, и меня, конечно, это тоже очень поразило, что такое бывает. Я тогда подумала, боже, мужчины бывают даже похлеще женщин. Думаю, ну да ладно, надеюсь, это какой-то был исключительный случай. Как все было? Когда я училась в университете, где-то, я не помню, на втором, на третьем курсе я начала работать моделью, я вам рассказывала об этом, и тогда я начала пропускать пары, потому что это невозможно было совмещать. У меня
часто были съемки. И понятное дело, когда у меня была возможность заработать деньги, я пропускала учебу и шла работать. Но, конечно же, мне тогда было все равно важно продолжать получать мою стипендию, потому что она была регулярная. Это были небольшие деньги, но на тот момент они мне были необходимы. Не одна я такая была, то есть много, в принципе, тоже студентов, там и одногруппников, тоже были какие-то подработки, кто-то где-то работал, и тоже пропускали пары. В общем, знаете, как в университете, кто-то ответственный за журнал, там староста, не помню, кто отмечает отсутствующих. То есть иногда отмечали преподаватели, иногда студенты. И иногда можно было там попросить старосту, чтобы там тебя не отмечали, мол, просто объяснить ситуацию, что там вот у меня сегодня работа, можешь, пожалуйста, мне прикрыть. И, в принципе, все это делали периодически. И я помню, как я подхожу тогда и говорю девочке: можешь, пожалуйста, не отмечать, потому что у меня будет работа. И в этот момент стоит один мальчик, мой одногруппник, и тут он на меня смотрит и говорит: Элина, а что это ты такое захотела? То есть ты, значит, хочешь и стипендию получать, и еще зарабатывать? Не получится. То есть, понимаете, я такая просто даже речи потеряла вообще, что вот такое можно было сказать. Я не знаю, что это было. Это была зависть, что у меня есть возможность заработать какие-то деньги. Я даже не знаю, в тему я сейчас это рассказала или нет, потому что я до сих пор не уверена, была ли это зависть. Если у вас есть какие-то теории, что вы думаете по этому поводу и что это могло быть, тоже напишите мне, будет интересно рассмотреть ваши версии. Еще раз напомню, что я не психолог и ни в коем случае не претендую на звание психолога. Это лишь мои личные какие-то рассуждения. То есть все, что я говорю, это основано на моем опыте, на моем субъективном взгляде на эту ситуацию, поэтому не судите строго. Просто напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне будет интересно почитать. Я вам желаю поддерживать свет в ваших душах, чтобы вы никогда не шли на поводу у зависти, злости, чтобы в вашем окружении были только хорошие, порядочные люди, которые никогда вам не пожелают ничего плохого. А на этом у меня все, ребят. Скоро увидимся в моих новых видео. Пока! I'll be on the way, you can